Всем привет! Сегодня я буду готовить творог. Для него я взяла хорошее деревенское молоко. У меня оно свежее, но если у вас, допустим, немножко тронулось, начало прокисать, оно тоже подойдет. Молоко я перелила в кастрюлю, и теперь мы его оставляем при комнатной температуре. Я не добавляю ничего дополнительно, никаких заквасок. Все происходит естественным путем. Просто оставляем в комнате, в тепле. Накрываем крышкой и ждем, когда молоко прокиснет. Теперь кастрюлю я поставила на огонь. Делаем самый-самый маленький. Вот посмотрите, прям малюсенький-малюсенький. Чтобы все это потихонечку, равномерно нагревалось. Вот покажу, что у меня получилось. Простоял он у меня больше суток. Примерно 28, наверное, часов. Вот, посмотрите. Молоко рассоединилось на две субстанции. То есть вот такая сыворотка. Она будет слегка зеленоватого такого оттенка. Сейчас будем нагревать, она усилит свой цвет. И вот такая плотная масса. Вот она даст нам именно творог. Сейчас она таким большим, видите, густым слоем. Его не нужно не разбивать, ничего. Вы просто потихонечку будете мешать. И он сам разобьется. Я думаю, все видели, как выглядит творог. Вот в конечном итоге вот такие кусочки у нас должны получиться. Обязательно мешаем. Не обязательно все время стоять, но так периодически помешиваем. Очень важно, чтобы ничего у вас не пригорело. Поэтому повторюсь, что самый маленький огонь и потихонечку прогреваем. Периодически помешиваем. Прогреваем вот до такого состояния. То есть молоко должно просто начать парить. Если у вас есть специальный градусник, можете померить температуру, это где-то 60 градусов. Ну, максимум 70, больше нельзя. Я вот так на глазок делаю, просто смотрю, когда пар уже хорошо идет. И теперь можно выключать. И оставляем полностью остыть. Далее мне понадобится вот такая конструкция. Марля в несколько слоев, дуршлаг и какая-нибудь большая посуда. Творог у меня остыл. Вот посмотрите, сверху это масло. Я его не убирала, творог будет жирненький. Дальше идет, видите, вот такая зеленоватая сыворотка. И уже внизу сам творожок. И все это мы переливаем. И даем жидкости стечь. Все, творожок готов. Вот такой он получается. У меня, кстати, бабушка всю жизнь вот так вот делала. Мешочком подвешивала, чтобы стекал. Мне удобно вот так в дуршлаге. Я вижу весь процесс. Поэтому смотрите сами, может быть, вам тоже так будет удобней. И, кстати, вот этот творожок, он получается абсолютно натуральный. Здесь вообще ничего лишнего нет. И, соответственно, он недолго хранится. Насколько я помню, по стандартам это 72 часа. Поэтому планируйте, что в ближайшее время вам его нужно будет использовать. Но если вы не планируете, как бы делаете впрок, то его просто можно заморозить. Тогда он хранится достаточно долго. Может быть, даже месяц, может быть, даже 2. Я точно не помню. Я знаю, что долго в морозилке у меня лежал. И вот это вот то, что осталось здесь, сыворотка, ее достаточно много. То есть это тоже все пригодится, это не выливается. Замечательное тесто, замечательные блины можно испечь. Точно так же хранить в холодильнике, либо можно заморозить. Девчонки, если кто-то знает, можно лицо протирать, руки. То есть для кожи это очень полезно. Можно пить, это очень полезно для желудка. Поэтому здесь отходов нет. Все идет в дело. И вот я сейчас взвесила творог. По весу у меня получилось 350 грамм. Единственное, что я, правда, специально молоко не перемеряла, но у меня была 2-литровая банка свежего молока. Но вообще вес может разниться, потому что очень много зависит от качества самого молока, от его жирности. Сколько белка у вас как бы свернется и уйдет именно в творог. В любом случае, это вкусно, это полезно, то, что сделано своими руками из настоящего коровьего молока. Обязательно приготовьте и попробуйте сами. Всем спасибо, всем приятного аппетита. Пока-пока.